Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал по-русски и издалека. И как всегда, с вами ваш хост Сергей. Но сегодня я не один. Сегодня я с моей мамой, Викторией. Всем здравствуйте. Я решил воспользоваться нашей возможностью, потому что у нас сейчас отпуск вместе с мамой. Хотя я и не очень хорошо себя чувствую, но я все-таки решил задать маме пару вопросов. Вообще, мама, почему ты выбрала это место для отпуска? В данный момент я выбрала именно это место для отпуска, чтобы у нас была возможность с тобой встретиться, так как мы сейчас отдыхаем во Вьетнаме, и тебе было проще сюда прилететь. В Фан-Ранг, сначала ты прилетел в Нячанг, я также в Нячанг с Бангкока. А город Фан-Ранг, потому что здесь отличные условия для моего любимого вида спорта. Я занимаюсь кайтсерфингом, и здесь отличные есть споты для катания и хороший очень ветер. Хорошо. И вообще расскажи, вот у меня много студентов, когда я говорю, что моя мама занимается кайтсерфингом, они просто в шоке. Говорят, что? Твоя мама? Как это возможно? Потому что такой вид спорта не ассоциируется с людьми, скажем, более, не то чтобы старшего поколения, но в поколение родителей, да, то есть наше поколение, у нас есть родители, и я никого не знаю, кто бы занимался кайтсерфингом. Ты знаешь много людей твоего возраста, которые этим занимаются спортом? Я уж не настолько старая моего возраста. Я знаю, что у нас в Иркутске есть кайтсерферы совершенно разного возраста. Есть и мужчина, которому 67 лет уже. Очень давно занимается. 67 лет уже? Да. И он даже помогал на Байкале, объяснял немножко мне, когда я начинала учиться. Это было уже 9 лет назад. Кайтсерфинг – такой спорт, что в любом возрасте можно его освоить. Человеку с любым весом, любыми физическими, так сказать, способностями. Хорошо, расскажи вообще, ты всю жизнь занималась такими экстремальными видами спорта? Потому что кайтсерфинг – это все-таки экстремальный вид спорта, да? И вот как ты к этому пришла? Какие-то есть другие виды спорта, которыми ты тоже занимаешься? Ты знаешь, что я занималась скалолазанием и занимаюсь сейчас скалолазанием. И очень хороший вид спорта на все группы мышц, интересный вид спорта, стабильный. Если с ветром может повезти, не повезти, приедешь со всем оборудованием, как это было у меня на Майорку, когда мы приехали. Вроде приехали в сезон ветра, а в итоге за все 2 недели дуло всего 1 раз. То есть был ветер. День. Всего 1 день, да, я покаталась всего 1 день. Тем не менее, мы отлично отдохнули, потому что Майорка очень красивый остров. Но с катанием мне повезло. Со скалолазанием все попроще, если уже приезжаешь в горы, будь то Турция, или та же Испания, Майорка, или Краби, наш любимый, где много раз уже была. Там отличные скальные сектора, и горы стоят на месте всегда. С ветром все сложнее. Ветра может быть мало, ветра может быть очень много, как сейчас. Да. Сергей не может продолжать обучение свое в данный момент, потому что ветра очень много для обучения. Я катаюсь, потому что очень уверенно давно катаюсь, да, Сергея. Тренер не берет на уроки, потому что сейчас такой ветер очень сильный не для новичков. Да, поэтому я просто смотрю и молча завидую. Но смотри, несмотря на то, что этот вид спорта такой непредсказуемый, да, в том плане, что не всегда будет возможность его делать, тем не менее ты очень его любишь. Да, мне очень нравится, потому что свет, это, во-первых, спорт всегда связан с природой, с погодой. То есть это не где-то в душном зале, это на море, это, как правило, в красивых местах разных стран. Чем мне нравится, что в любой стране можно найти кайт-спот. По крайней мере,
очень во многих странах, где я была, и там, где можно кататься, это и Таиланд, и та же Испания, Турция, очень люблю Акьяку, Египет, на Кубе мы катались, Венесуэла, ну, очень много на самом деле таких мест, где можно и отдыхать, и посмотреть страну, и в удовольствие покататься на море. Большое удовольствие получаешь от того, что когда ты катаешься на доске по морю, заезжаешь на волну, съезжаешь с волны, где-то флэт, где-то... Флэт — это когда ровная вода, тоже такое очень приятное удовольствие. И тут же есть, вот вчера мы с тобой катались, ну, ездили на новый спот, для меня новый спот здесь открыли, где все вместе, и спокойная вода, и волны. И я прям такое большое удовольствие получила от этого спота. Таких вот мест, условия катания я еще не встречала. То есть либо где-то очень высокие волны, либо где-то прям спокойная вода. Про Барабаракай я забыла сказать. То есть на Филиппинах отличные условия для катания. 5 раз там были. Как раз вот ездили, это как на дачу, можно сказать, каждый год до ковида, потому что там отличные условия для катания и для отдыха. Слушай, ну мне хочется немножко спросить другой вопрос. Ты когда вообще начала заниматься скалолазанием и кайтсерфингом? То есть примерно после 40, да, ты начала заниматься этим всем? Да, как раз где-то 41-42 года мне было. Когда вы подросли, и у меня стало больше свободного времени на себя, тогда я вот и сначала занялась скалолазанием уже после тебя. Вдохновили нас, конечно, скалы на Крабе в Таиланде. И потом уже вот на скалодроме я познакомилась с одним из кайтсерферов. Сейчас он уже не занимается кайтсерфингом, но правда? да. И он вот. тебя тогда Да, познакомил? вдохновил, рассказал, как, что, как это здорово. Познакомил с дилером, который продает все это оборудование. Дилером? Да, это называется дилер. Ну, так у нас. Ну, это, ну, хорошо, как, ну, хорошо. а как? Да. И да, я тогда купила свое первое оборудование и поехала в Египет обучаться в Дахаб. Ты сказала, что до этого у тебя было мало времени, да? То есть, когда тебе было, ну, когда тебе было 30-35, у тебя просто не было времени на такие виды спорта, да? Или ты даже не думала об этом? Или с чем это связано, как ты думаешь? Нет, это да, я просто даже не думала об этом. То есть все-таки на этот вид спорта вдохновили путешествия, когда ты увидел людей, которые занимаются таким видом спорта, для себя решил, почему бы не попробовать, это было интересно. И для этого есть все возможности. И у нас в Иркутске, на Байкале, и тот же и скалодром, и скалы, которые есть под Иркутском, очень интересные скальники из трассы. И то же самое с кайтсерфингом. У нас отличные есть условия для катания на Байкале. К нам приезжали даже в свое время чемпионы мира, они снимали клип. Да, у меня на кайте на моем есть подписи. Ты брала подписи? Да. У меня теперь легендарный автограф и легендарный кайт есть, где чемпионы мира расписались на моем кайте. Очень им понравились наши условия катания на Байкале. И очень интересно получился у них рекламный видеоролик. До всех вот этих экстремальных видов спорта, ну, как бы я всегда была в спорте, в детстве легкая атлетика. Когда выросли, я всегда занималась фитнесом. Фитнесом, То да. есть, ну, Я помню, у да. тебя была такая, как это называется? Табуреточка, на которую ты вставала вверх и вниз. Как это называется? Ты понимаешь? Степ, да? Да. Степ аэробика, или как это называлось? У меня ее не было. Не было, да? Что-то подобное было у тебя, нет? Или, может Я быть, раз у тебя взяла было? ваши санки, скакала на этих санках и сломала их. Точно. Было Точно, такое, точно, да, да, потому что у нас были соревнования. Наша команда заняла первое место по Иркутской области, но мне надо было тренироваться. Я сломала ваши санки. Было дело. В общем, в детстве, когда я видела, что кто-то запускает змея, я всегда мечтала, что тоже запускать змея в небе. Папа мне всегда обещал, что он сделает мне змея. Он знал, как это сделать, он там мне объяснял, что там какие-то тоненькие палочки, там
там натягивается какая-то то ли специальная бумага плотная, то ли что-то еще, и вот он мне сделает это. Как бы часто, когда я к этому моменту обращалась к нему, что да, я хочу вот змея, да, я сделаю. То есть змея я так в детстве не получила, хотя всегда, ну, как бы, я не знаю, с завистью, не с завистью, с восхищением смотрела на тех, кто запускает этого змея. Чаще всего это были мальчики, они были жадные, они не давали мне этого змея подержать. Ну что ж, я выросла, и у меня появились свои собственные змеи. Воздушные змеи. Воздушные змеи, да, разных размеров. И теперь я независима ни от кого, не нужно просить никого, то есть сама управляю кайтом. И это здорово, и мне это очень нравится. Круто. Что бы ты порекомендовала людям, которые вот сейчас смотрят наше видео и думают о том, что если бы они тоже хотели бы начать заниматься кайтсерфингом, с чего бы им начать? Ну, я думаю, надо выбрать правильную школу, правильное место, где можно обучаться. Есть в зависимости, кто где в какой стране живет. Ну, я не знаю, если тебе там какие-то в комментариях там спросят, напишут, я могу порекомендовать. Спросишь меня Ну, в определенные, принципе, этот вид определенные спорта споты. почти Ну, во всех странах мира есть. да. Но есть в том же Вьетнаме есть Муйне, где очень высокие волны. И для новичка там будет очень сложно обучаться. Там можно обучаться, но это экстремальные условия для обучения. На том же Баракае отличные условия для обучения. Здесь, в Фанранге, тоже отличные условия для обучения. Ну, это только в теплой воде, да, как правило. В холодной воде кайтсерфинг Ну, трудно как, было. как на Байкале? Мы катаемся в холодной В холодной воде, воде. конечно. Гидрокостюм, пятерка. Есть люди, которые у нас на Байкале никогда не выезжали за границу на какие-то споты, и самообучались, но это очень рискованно, потому что такой вид спорта, что можно сделать непоправимые ошибки, и когда просто покалечиться. Поэтому, конечно, все это лучше делать с профессиональным инструктором. Какие опасности есть у этого вида спорта? Можно просто подлететь и разбиться об землю, то есть если То есть неправильно скайт управлять. очень высоко у тебя поднимет, а потом ты упадешь Да, и резко упасть. на землю. Да. У меня тоже были падения, но были падения в воду, там с 3-метровой высоты. То есть они были все, слава богу, удачные, поэтому ну, как бы я не бросила, не оставила этот вид спорта и продолжала дальше обучаться. Не без риска, но, тем не менее, он довольно доступный для всех людей, для любого возраста. То есть никогда не поздно начать им заниматься. Ты Никогда думаешь? не поздно начать, и когда ты уже научился, когда уже освоил все, управляешь это, ну, это получаешь от этого просто огромное удовольствие. Да, и тебе, Сергей, я тоже рекомендую продолжить свое обучение, тем более у тебя такие прекрасные здесь условия, рядом Фанранг, всегда, я думаю, можно найти время и Ну, я приехать думаю, сюда продолжить. попробую у себя в Хояне поучиться там. Тоже, думаю, возможно. Там есть люди, кто обучает, по крайней мере, не нужно никуда далеко ездить. Да. Вот. Ну, в общем, все доступно, все возможно, было бы желание. Хорошо. Ну, это не дешевый вид спорта. Это не дешевый вид спорта, да, в данный момент. Ну нет, ну всегда можно купить какой-нибудь и Поддержанный. Да, поддержанное оборудование. Конечно, оно будет уже не лучшего качества. Люди продают чаще всего то, что есть какие-то там изъяны. Но, тем не менее, для начала вполне, может быть, и имеет смысл покупать подешевле и обучаться именно на таком, потому что все равно кайт будет падать, где-то может порваться баллон, а новое оборудование уже купить, когда ты уже уверенно катаешься. Спасибо, мама. Пожалуйста. Спасибо, друзья, что смотрели наше видео. И скажите в комментариях, занимаетесь ли вы каким-либо видом спорта, и это экстремальный вид спорта или нет, и хотели ли вы попробовать заниматься кайтсерфингом. Вот. И если у вас есть какие-то вопросы по поводу этого, то пишите в комментариях, и мама зайдет, поможет, да, ответит. Да. Все, до скорого и пока-пока. Пока-пока.